Всем привет, с вами Ладкор. Ну, как вы поняли, я смог разобраться все-таки со своей звуковой картой. Мучился, короче, я очень долго, весь вечер. Значит, что я сделал? Я перезагрузил полностью до заводских настроек, специальные кнопочки зажимал, там все. В результате, помните, такая пословица была: 7 бед, 1 резет. Короче, взял, перезагрузил Mac, все заработало. Это, блин, смешно и не очень, потому что очень много времени потрачено. И у меня в руках вот этот вот замечательный инструмент, о котором я рассказывал вам на прошлой неделе. Замечательная гитара, я уже немножко, естественно, поиграл на ней и буду вам сегодня играть и рассказывать свои впечатления об этом инструменте. Первое, что хочется сказать, это гитара, кто не знает, это лимитированное издание Iron Cross черного. Он всего один раз издавался в черном цвете в 2009 году и было сделано всего 100 гитар таких. Этот инструмент постоянно дорожал, то есть в силу своей коллекционной стоимости. Вот я его, эта гитара уже продана, продал я ее уже 4-й раз, и цена росла с 12 тысяч долларов до, вы видели, сколько она на сайте стоит, сейчас 30. Это просто за 5 лет ее цена выросла. Что дальше будет, не знаю. Я помню, вспоминал такой момент, когда-то я лет 8-10 назад хотел купить себе Snake Pit Gibson. Это слэшевская, одна из самых первых, если не самая первая такая сигнатура. Она была со змеей такой красивой на грифе красного цвета. Эту гитару можно было тогда взять за десятку, 10-12 тысяч долларов. Сейчас я зашел, знаете, сколько она стоит? 150. Не факт, конечно, что ее за 150 тысяч долларов купят, но за 100 купят, поверьте мне. И вот реально никогда не знаешь, когда инструмент подорожает. Я взял в наличие, например, PRS Ariante, и она до сих пор вот у нас уже 3 года лежит и не продалось даже 2 их. Это, ну вот реально, ты никогда не знаешь, что произойдет. Этот инструмент очень сильно подорожал. Ну, фанатов металлики, понятно, больше, чем фанатов Ariante в мире. У меня были такие похожие гитары, то есть был Gibson. Вообще вся история начинается с того, что Хэтфилд сделал себе Gibson как раз 1973 года. Он с махагони грифом, с эбони накладкой и там обычной махагони дека и кленовый топ. Стандартные такие спецификации кастома. На ней написал UM Uncle Milty 73, потому что 1973 года инструмент был. И поехал с ним в тур, и вроде даже что-то, фанаты, поправьте меня, что-то даже в студии записывал. Нафигачил себе крест, значит, лады из латуни такие желтые, ну, ежи, естественно, его тоже такие голдовые. Он сделал это все на Гибсоне. И пришел к Гибсону, и, насколько я знаю, легенда говорит, Гибсону ему отказали. Они, ну, что-то они там не договорились сделать издание. Он пошел к ESP, и ESP, естественно, согласились. ESP сделали немножко другой инструмент. То есть этот, насколько я вижу, без кленового топа. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, я не знаю, очень, по крайней мере, вот такое темное дерево здесь на топе. Может, клен есть, я проверю спецификации. Ну, кажется, что как будто это чисто краснуха, и звучит также довольно гнусавый. Махагони на грифе и эбони накладка. В остальном, ну, они полностью повторили сперцеловские колки локовые. Очень много нюансов, типа состаренные звукосниматели сделали, как будто на 73-м, на его покоцали гитарку и так далее. Я расскажу чуть подробнее свое мнение об этом потом. Ну и, естественно, крест, вот этот мальтийский крест нафигачили. Единственное, чего я не помню, но мне кажется, у Хэтфилда латуневый порожек вот здесь стоит над. Я не уверен, но, по-моему, он должен быть. А здесь больше похоже на кость, на обычную. Или пластик. В общем, не знаю. Внешне у меня был Gibson Uncle Milty. То есть есть мастера, может быть, несколько, может быть, один, я не знаю, в Штатах, да и в мире, в общем-то, которые делают
копии Uncle Milty, берут какой-то кастом и переделывают. У меня был не 73-й, по-моему, а какой-то другой, точно не знаю, потому что там уже сложно в годах разобраться, там только в потенциометрах можно покопаться, а если потенциометры меняли, а их меняли, то ты уже хрен там разберешься, какого года инструмент у Гибсона. Сделали все то же самое, абсолютно этот крест, и, блин, я помню, это просто офигительный инструмент был. Он настолько яркий был, настолько пробивной. У него был сумасшедший сустейн. Гитара точно была 70-х годов. Я на нем отыграл даже один концерт, где-то в сети есть. Мы тогда играли кавера на Ганза. Трибют-бенд у нас был Dust and Bones. И, блин, ну, даже от самого инструмент, знаете, какая-то энергия идет, вот как от Хэтфилда, как от Эксела Роуза. Ты берешь его в руки, он такой, опа, и с характером сразу такой, оп, я готов рвать сцены и звучу хорошо. Мне очень нравилось, как он сделал, его забрал коллекционер в Киев много лет назад, тут Гибсон. Вот, и после этого у меня не было возможности как бы щупать, я больше не привозил такие инструменты, а вот эти вот они очень дорогие уже были, я не готов был как бы вкидываться, честно говоря. И выискивать, я не такой фанат Металлики, как вы, если вы смотрите этот ролик. То есть Металлика, да, мне нравится, он так, что прям супер-супер. Нет. Я 4 раза, повторюсь, вот это уже продал этот инструмент, но только сейчас у меня появилась возможность его пощупать, реально на нем поиграть. И мне есть что сказать, честно говоря. Ну, давайте я вот сейчас вам одену назад свои наушники, потому что играю я сегодня в Soldana, о котором я тоже там в каком-нибудь ролике вам расскажу. И сейчас немножко о нем расскажу. И играю, ну, просто вывел себе со звуковой карты звук. Поэтому в наушниках сейчас возможности шуметь нет. С комбиками, как у нас в Днепре. Вот. Возле меня тут педалбордик. Так, давайте послушаем. Вот был клин, который, да? Это второй канал. И третий канал. Ну, блин, звучит очень круто инструмент, конечно, очень довольно злой. Первый канал в начале я играл, вы могли слышать клин, я добавил только вот свою педаль Dispatch Master, это такой легкий реверок с дилеем. Вот. И был первый канал, который я настроил на Soldana. Soldana X88AR, позже расскажу о нем. Второй канал такой типа кранч перегруженный, и третий чуть более метальный, еще чуть больше там как-то разогреваются лампы, не знаю, нюансов технических сейчас сам не разобрался. И играю просто на импульсе на первом, который здесь стоит.
Опять-таки, полный обзор сделаю отдельно как-нибудь вам, потому что я себе оставил этот аппарат, мне он очень понравился по моему саунду. Ну, то есть, довольно гнусавый. Реально у меня ощущение, что здесь нет кленового топа. Я перепроверю, опять-таки, посмотрю. Что нравится? Нравится пачка, вот как он звучит мне в оба канала. Я забрал стереосигнал. Прям зашибись звук. Эта гитара, кстати, номер 60. Здесь написано Iron Cross 060 IC. Вот, и он сделан на Keso ESP Custom Shop. Что мне не нравится? Мне не нравятся состаренности. Ну, то есть, состаренности, которые были сделаны на Гибсоне, они прям были состаренностями. Ну, потому что там взяли реально старый инструмент, да, которому больше 40 лет, и просто его довели еще чуть больше состарили. И там реально было сложно к чему-то что-то придраться. Здесь видно, что это новый инструмент абсолютно. И похоже на состаренности Сура моего телека очень сильно. Если вы не видели ролик, у меня есть о состаренностях, я добавлю его в описание. Посмотрите обязательно, чуть более расширенно. То есть видно, что это нереальные состаренности, а вот специально где-то коцнули там на заводе. Ну, есть плюс в этих инструментах всегда, если ты его коцнешь, никто не узнает, короче, что ты его коцнул. Можно будет понять реальное состояние инструмента только по ладам. Но они тут в идеале, поэтому, естественно, его не коцал. То есть инструмент не игранный, он был просто в коллекциях. Я бы сказал, что он просто новый. Состаренности дерева хотел бы заметить. Именно дерево мне не очень нравится здесь. Ну, типа ок, сделали и сделали. Состаренности пигарда пластика прикольные. То есть видно, он матовый специально сделан. Это как будто немножко как будто грязный даже. Причем и спереди, и сзади. Потом вот раздел для батареек, он такой типа металлический, совсем не состаренный. А вот металлические остальные части желтого цвета, они прям прикольные. То есть колки прикольно состаренные, эсперцеловские. Тут прям видно очень хорошо. Бридж хорошо состаренный, красиво. Крест красиво состаренный. Переключалки вот эти вот я вначале, когда играл. То есть вот это вот, видите, тут раз и два переключателя. Работает на самом деле только вот этот вот. Потому что стандартно в лес-полах ставят вот здесь вот переключатель туда-сюда, трехпозиционную. Но Хэтфилду это было неудобно, и он переставил вот сюда. А вот эту оставил просто. Поэтому она вообще не работает, она для красоты условно осталась, она пустышка. А вот это работает. Что еще? Ну вот пуговки тоже металлические, прикольно состаренные. Звукосниматели офигенно состаренные, мне там очень нравится. У меня был инструмент, да и есть, в общем-то, винтажный свой, гипсач, и очень похоже на реальную состаренность, я вам скажу. Ну так, не особо придерешься. Винтики специально даже ржавые. То есть металлические части классно. Дерево не классно. Ну, дерево на 4 с минусами, бы сказал, состаренности. Звук. Ну, давайте что-нибудь еще. Что-нибудь еще с вами поиграем. Звук. Чуть-чуть еще о звуке.
Короче, саунд очень крутой, с моей точки зрения. Но, знаете как, многие люди спросили, что типа он звучит на 30 тысяч долларов. Не тереби петличку, так же будет шипеть. Да, действительно. Я ошибся. Не тереби петличку, Владислав. Не на камеру, по крайней мере. Извините, потеребил тепличку на камеру. Тепличку. Берись. Тепличку. Только дошло. Классный саунд, мне очень нравится, как он звучит, но многие зададут вопрос, а что, он стоит 30 тысяч долларов, ты хочешь сказать? Ну, сколько он стоит, решает рынок, на самом деле, да. Я вам так скажу, что за эту гитару приходили офферы на ревербе больше 33 тысяч, там, 33 200 или что-то такое. Но хозяин гитары отказался от оффера, потому что реверб — это немножко геморройно продажа, то есть пока он там дойдет, пройдет все таможни, ну, есть риски определенные, плюс ревер собирает очень много комиссии. Но этот инструмент продался, и хорошо, я желаю, чтобы новый хозяин его наслаждался и не продавал. Каждый раз говорю, не продавай, когда купишь, все равно продают, как видите, да, как обычно. Ну, как бы я тоже иногда продаю, как я вам рассказывал, потом жалею, опять покупаю что-то новое. Это такой бесконечный поток гитар в жизни каждого гитариста. Это нормально, я считаю, и как бы... без этого неинтересно жить. Вот, как-то так. Напишите мне свое мнение, как вам сейчас звук, как вам эта гитара. Напишите, это действительно Грааль святой или это кусок говна, просто разукрашенного с крестом. Ну вот, интересно ваше мнение. Я вам свое озвучил. Я не буду конкретно отвечать на вопрос, говно это или... Для меня это не Грааль, потому что я не фанат Металлики, банально, и все. Ну и, конечно, говном эту гитару точно я бы не назвал. Но кто-то из вас однозначно может назвать ее за такую сумму говном, поэтому... Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео было полезно. Спасибо уже двум хозяевам, одного, у которого я забрал этот инструмент, второго, который он ожидает, что они дали возможность подержать все-таки у меня в руках этот инструмент и показать его миру, то есть вам. Реально, ну, и таких видео, саундов этой гитары вы не найдете в интернете, скорее всего. Поэтому я надеюсь, что это видео соберет очень много тысяч, миллионов просмотров, а вы мне в этом поможете. Все, до новых встреч, пока.